Sunday I might get a chance. Yeah. Oh, there we go. Добрый день. Good afternoon. Welcome to the first Добро of пожаловать the Cosmosco на Foundation Talks первую series, дискуссию, организованную фондом which is Cosmosco. curated by this year's Cosmosco Foundation project curator В этом году Alexander программу Burenkov, составлял Александр Буренков, наш on куратор. a general theme of В how целом we тематика come together, такая: как or нам be together in a сплотиться, time как нам of быть social вместе distance and во время социального social дистанцирования crisis. и нынешнего социального We're also кризиса. marching into a new Помимо future этого, мы вступаем в новое because будущее. is being broadcast live online, Вот and уже there's a эта Zoom дискуссия element, также and our транслируется guest в сети. Гости к нам подключаются Elena и участники подключаются Zavolov, who is joining через us from Zoom. where, С нами Elena? сегодня Елена Завелов. Откуда вы к нам подключились? We can't hear you. Hi, Oh, can you hear me now? Да, yeah, теперь I can слышно? hear Okay, you. All awesome. good. Все, Yeah, замечательно. hi Simon. Саймон, привет. I'm in New York Я actually, сейчас so в it's Нью-Йорке. it's an early morning Вот. Сейчас у нас тут in New York. раннее утро. Ну тогда доброе утро. Hello. Доброе утро, Here Нью-Йорк. offline, to my С immediate нами left, I лично have слева от меня Alexander Shurenkov, Александр who is Черенков, both an artist and a журналист и journalist, so художник. can talk to this topic on two Соответственно, perspectives. он даст нам And, два at the end of the взгляда row, на I заголовок have дискуссии. А Anna дальше Naumova, слева who's the с co-founder нами of Анна Наумова, Blaza, who we're соучредитель partnering with this year, who ярмарки must go and see «Блазар», it in the нашего Museum партнера of в the этом City of году. Moscow, and also the Эта ярмарка co-founder and проходит в co-director of Музее современного искусства Sample Москвы. Art. So И welcome также today. художественный руководитель, сооснователь аукциона Sample Art. The title of the talk is The Теперь End к of заглавию Fatigue. нашей дискуссии. Return to Конец normalcy and усталости от future model ярмарок, of art возвращение к новой fairs жизни in и a будущей changing модели world. арт-ярмарок The в title меняющемся мире. assumes that we were all actually getting И видите, tired здесь предполагается, of the что art мы fair как-то уже подустали and от something череды about ярмарок. the big Подразумевается, что hall такие model of большие art залы, fairs, that в которых hall обычно проходят here is in ярмарки, New York for the как, Armory, например, Амари в or Нью-Йорке massive или Messe Trade Center in гигантская Basel, or базельская ярмарка в things that торговом happen here in в Goštini центре Hall, торговой Мессы, somehow то, что у нас happened здесь, в to гостином Moraine. дворе, как-то все это I накопилось would и observe достигло that the критической массы. atmosphere on our opening day И вот yesterday, вчера, в день открытия, я and понаблюдал за after атмосферой half a year of people и могу отметить, traveling, что not спустя being able to полгода, go to когда those люди events, не могли путешествовать, не doing было everything массовых via мероприятий, screens все of various происходило sizes. This is the biggest через screen I've held in экран. a while, I must Вот say. за спиной, кстати, у меня такой гигантский экран, такой Oh я my God. уже давно не видел. У Елены, конечно, But of course, другой. many of those screens are actually Да, handheld но мы devices. уже But привыкли coming back к to a big room, мобильным connecting устройствам. with И other вот people, сейчас and being able to встретить stand всех in этих front людей в of большом art and зале, have a corporeal посмотреть relation лично на искусство, to it почувствовать was его really своим телом, refreshing and rewarding это был for такой me to be освежающий able to опыт, очень приятный опыт. Я So почувствовал I сопричастность. sort of hazard to say out loud that И I felt несколько that даже for the стесняюсь time сказать, но, знаете, я our title may почувствовал, have been off что kilter. I do заглавие, которое мы wonder, дали этой having дискуссии, had a few days at Blaza было не в попад. already, Вот Anna, what you прошло think несколько about it? дней Блазара. На Как у вас самом деле, впечатление? люди действительно соскучились по живому общению и восприятию искусства лицо к лицу. Это такой свежий формат взаимодействия из-за того, что ярмарка «Сателлит» открылась перед основной программой. Это как бы было такое знакомство с чем-то необычным, новым. Это видно и по застройке, и мы старались сделать этот формат взаимодействия максимально простым. Вот, поэтому очень много покупателей, много клиентов, много коллекционеров. В некотором роде, наверное, переизобрели для себя способ взаимодействия с этим молодым искусством, которое мы показываем. Мы упростили способ покупки, поэтому это только вы, покупатели, и произведение искусства, и самый удобный для вас способ это сделать. Конечно, работать над ярмаркой была непростой. Было много трудностей, сомнений, стоит ли это делать. И мы вместе с Космоску в какой-то момент решили, что
Мы сделаем это рано или поздно, когда откроются, снимутся ограничения по культурным массовым мероприятиям. Это было для нас важно сделать, чтобы привлечь как можно больше людей, увлеченных искусством, вот после пандемии, когда они так уже по нему, наверное, соскучились. Alexander, were you here yesterday? Александр, Да, я был вы вчера вчера здесь здесь, были? и на самом деле видно, что люди, в принципе, ну, не то чтобы устали от ярмарки, а наоборот, очень хотят куда-то ходить, социализироваться. И тут, мне кажется, надо прийти вообще к пониманию термина усталости от ярмарки. Это очень профессиональный термин, это связано с тем, что арт-профессионалы, да, или коллекционеры, которые покупают, реально коллекционеры, у которых есть четкая стратегия, которые ездят на ярмарки, чтобы увидеть новое искусство или, там, не знаю, поддержать какие-то свои профессиональные связи, они устают из-за того, что понятно, что у тебя весь график привязан, и у тебя в каждый месяц происходит, там, не знаю, 1 или 2 ярмарки, которые ты не можешь пропустить. Но для широкой публики, мне кажется, такой усталости от ярмарок все равно не происходит, потому что для многих она является такой простой точкой входа, чтобы увидеть достаточно широкий спектр искусства. Поэтому, на самом деле, пока профессионалы страдали и плакали о том, что вот, мы устали от ярмарок, случилась пандемия, теперь, мне кажется, все очень радостно поскакали в эти ярмарки опять. И, наверное, опять, мне кажется, через год или через 2, если у нас не будет никакой второй, третьей волны, или все это пройдет достаточно спокойно, мы снова будем говорить про усталость от ярмарки. Но мне кажется, тут важно понимать, для чего вообще туда приходишь. Ну, то есть, мне кажется, каждый человек должен дальше выбирать себе, то есть очень более четко относиться, ну, как бы более внимательно относиться к своему времени личному и как его правильно планировать. Допустим, наверное, не нужно, чтобы увидеть одно и то же искусство, ездить на 150 тысяч ярмарок. Нужно, ну, как бы ты приезжаешь на какие-то региональные ярмарки, чтобы увидеть какое-то очень специальное искусство этого региона. А когда ты видишь, к примеру, Такаси Мураками на каждый ярмарку, который ты ездишь, наверное, тебе столько не нужно его. Ты можешь увидеть его в интернете, и тебя, ну, как бы ощущения от этого искусства не изменятся. А чтобы открыть новые имена, действительно, интернета одного мало, по картинке ты не ходишь, ты ничего не понимаешь, или, допустим, если понимаешь, что как бы видео тебе не дает на самом деле никакого четкого ощущения, и AR и VR технологии тебе не дают, тебе нужно, чтобы тебе рассказал, что ты галерист, тебе нужно увидеть художника, тебе нужно как бы окунуться в какую-то атмосферу, и поэтому стенды молодых галерей на ярмарках, как правило, зачастую, да, они выглядят более яркими, заметными, привлекающими к себе, или более концептуальными, которые дают тебе возможность как раз окунуться в этот новый мир. We've been joined a little bit late. Thanks for being here, Вот к нам Mike подошел еще один Ovcharenko. Sorry участник, Lazy for Mike. the No, delay. no что присоединился к нам, problem. Михаил Please say Овчаренко. hello to Elena, Вот, who's можете with us. поздороваться Hello, с Elena. Еленой. Hello, Mike. I was just saying Привет. that after the experience Я вот как раз начинал говорить, что мне кажется, основной постулат этой дискуссии, ее заголовок по опыту вчерашнего дня мне теперь представляется не очень корректным. Люди очень рады снова после полугода изоляции попасть на ярмарку. Мне на английском или на русском говорить? На русском. Если говорить о вчерашнем дне, то мне показалось, что в целом, ну, здорово, что все собрались. Но, с другой стороны, возвращаясь к теме нашей дискуссии об усталости от ярмарок, здесь очень важно поставить вопрос и задать его, а вот вы с какой целью на них ездите и ими интересуетесь? Потому что есть несколько сторон участников процесса. Потому что если, например, это галерея, которая приезжает на ярмарки, то она воспринимает это как работу. Она приезжает, и ей надо продать, там, что-то привести, новые работы художников. Понятное дело, что в последнее время количество ярмарок настолько увеличилось, что, возможно, стоит говорить о каком-то перепроизводстве в целом искусства, несмотря на то, что существуют какие-то там очень лимитированные художники, которых все хотят иметь. Но, опять же, здесь... А есть другая сторона, когда вы приезжаете на ярмарку посмотреть. И вот здесь, наверное, действительно возможно получить усталость просто потому, что все галереи так или иначе обычно представляют одних и тех же художников, которые примерно делают одно и то же в течение года. То есть ничего сверхъестественного вы не увидите, особенно если вы там ездите на одну и ту же ярмарку каждый год. Или, например, на Арт Базель на все его 3 издания. Да? Но, конечно, стоит отметить, что действительно в какой-то момент уже появилась вот какая-то странная вибрация, когда тебе нужно вот вроде бы как бы опять куда-то ехать. И здорово, вот, что сейчас был какой-то перерыв, и в принципе мне очень радостно, что теперь не надо никуда ехать, и может быть и вообще не нужны эти ярмарки международные. Будем только Космоску делать,
очень классная локальная наша история. И будет единственная ярмарка, которая происходит вживую. Ну и Блазар Здорово. еще параллельно. Блазар, вот да, замечательная ярмарка только что был, обязательно всем рекомендую, надо сходить там, все купить. So in counterpoint, we have Elena in New York. Да, who's ну и с actually the противоположной стороны founder у and нас CEO Елена из of Нью-Йорка, the Cardiff Online Fair, which predated COVID, so основатель, it's not a директор COVID Новой Академии reaction or искусств. online То есть они platform, in as much as предвкусили what, freezing то, что our произошло buzz and we all have to do in в some рамках sort of пандемии. digital Это было hybridity не реактивное as a начинание. У dedicated них был space проект there. на Elena, would Базеле, you там like to был speak about what свой inspired you стенд. to Может, move Лена, into расскажете, that realm? что вас привело в Yeah, эту sure. область? I can also speak in Russian, Да, if that's конечно. Я, easier. кстати, по-русски That's тоже могу easier. выступить. Да. Здравствуйте, очень приятно быть сегодня здесь, хоть и не лично. Моя ярмарка, она фокусируется немножко на другом виде искусства, то есть мы только показываем цифровое искусство, и начали мы как физическая ярмарка, и показывали очень разные виды digital art, начиная от каких-то блокчейн-проектов, видеоработ, виртуальный virtual reality, augmented reality, всякие разные виды цифрового искусства. Вот. И мы как раз, на самом деле, должны были делать ярмарку в Париже лично этим летом, но наступила пандемия. И мы очень быстро, у нас получилось найти партнеров, чтобы сделать, на самом деле, онлайн-ярмарку этого цифрового искусства. И мы ее сделали первый раз в июне, и нам очень понравилась эта интересная затея. Вот. И да, немножко мы даже пораньше, чем другие ярмарки у нас получилось это сделать, просто по разным причинам. В основном цифровое искусство, конечно, очень хорошо подходит для онлайн-формата, вот, поэтому это было здорово. Но вообще усталости от ярмарки, по крайней мере, в Америке сейчас точно никто не испытывает. Все хотят каких-то физических мероприятий, и, к сожалению, пока что они не предвидятся, особенно ни в Нью-Йорке, ни где-то еще вокруг меня. Мы придумали еще другую инициативу параллельно пока что, которая называется Digital Art Month. И это физическое мероприятие, то есть в течение месяца мы будем показывать разные цифровые работы на улицах Нью-Йорка. Вот. Так вот мы скучаем по физическим мероприятиям. Что... Я думаю, Нью-Йорк идеально для этого подходит. Таймс-сквер, например, там такой кластер из цифровых дисплеев уже 30 лет, площадь этим славится, и вам действительно повезло с месторасположением. И публика уже привыкла к такому виду презентации. Да, абсолютно. И у нас на самом деле получилось договориться с очень многими разными районами в Нью-Йорке. Мы будем показывать на 5-й авеню, на Мэдисон-авеню, Meatpacking, Flatiron, Soho. То есть люди очень, очень хотят что-то видеть лично, даже если это не будет как организованный тур, а просто такая, у нас будет на веб-сайте интерактивная карта с местами, где будут размещены работы, и люди смогут сами смотреть эти работы, гулять по Нью-Йорку и смотреть. Да, и еще по усталости. Я думаю, что за годы у нас накопилась усталость от перелетов. Я помню, вот молодым еще работал в Новой Зеландии, и я завидовал старшим коллегам, которые постоянно летали, а теперь я вот дорос до их возраста, сам тоже арт-директор, и меньше завидую, да, это уже не так гламурно, не кажется таким привлекательным. Вот, в среду моя дорога сюда заняла очень долго, но сейчас рейсов мало, и самолет поднялся не на 11, а на 6 тысяч метров. И можно было видеть землю. Это было просто замечательно. Пока из Вены в Стамбул я летел, уже стемнело, когда была пересадка в Москву, но вначале можно было видеть ландшафт, я видел Босфор, чистое небо, просто красота. Вот. Майк, у вас галерея работает на 2 континентах. Как у вас с этим? Что у вас в США?
Может, вам как-то пришлось пересмотреть планы? Да, здесь стоит сказать, что последние полгода, конечно, взаимодействие с Лос-Анджелесом происходит исключительно за счет каких-то ну, интернета и так далее, потому что физически туда не очень представляется возможным поехать. Но когда у нас работало там пространство именно физически, у меня бывали ситуации, когда я за месяц, например, 4 раза летал в Москва, Лос-Анджелес и обратно. И это, конечно, тоже очень глэморус, но вот после пары таких месяцев в целом как-то, ну, во-первых, ты просто ничего не успеваешь ни там, откуда ты улетел, ни туда, куда ты прилетел, и ты как-то, и у тебя теряется вот ощущение какой-то реальности, что ты как бы вот куда-то летишь, и там что-то сейчас будет происходить, ты все это воспринимаешь как мультик такой, как бы. А когда ты воспринимаешь все как мультик, ты не можешь к этому относиться серьезно. Ты вроде, ну, как бы у тебя какое-то путешествие, вот, да, ты как будто на воздушном шаре куда-то летишь, такой, как в сказке. Прилетаешь, там что-то как бы поделал, полетел дальше, как бы следующая остановка. Это не очень, конечно, для бизнеса работает, и поэтому сейчас мы все-таки сконцентрированы больше здесь, потому что, ну, опять же, учитывая различные эпидемиологические ситуации. И вообще, когда Москва очень замечательный город для того, чтобы здесь что-то развивать. А наша деятельность в Лос-Анджелесе в том числе упиралась в то, что очень слабо развита инфраструктура, и в целом местная публика, если и покупает искусство, то как раз путешествуя на другие ярмарки и покупая его там, а не покупая его в Лос-Анджелесе. Поэтому здесь тоже вот было такое переосмысление и осознание того, что, возможно, это не самое лучшее место для того, чтобы сконцентрироваться там, как место постоянного нахождения галереи. Как-то так. Anna, you have actually gone the opposite way. Анна, вы So some проделали of art starting примерно тот out же путь, но online наоборот. and Начали в one of онлайне, earlier online platforms и here вы были in одними из Russia, and первых now здесь, you've в gone России, into а теперь presenting a young вы artist. перешли к представлению молодых художников в офлайне, с Блазаром. Inspired you to actually Что вас на это go сподвигло? and go Почему вы пошли против струи и сделали наоборот? Самая большая инвестиция в развитие нашего онлайн-проекта Sample — это диджитальные разработки, возможность удобной покупки искусства онлайн и подключение некоторых сервисов по репрезентации там, выставочных моделей или персональных выставок, как viewing rooms для художников. Когда случилась пандемическая ситуация, случился ковид, мы сразу поняли, что нужно вкладываться в то, чтобы ярмарка, если она не случится физически, чтобы она случилась онлайн. Поэтому абсолютная точная копия ярмарки Блазар существует и в формате онлайн. То есть вы можете зайти на сайт, увидите все те же работы, всю ту же огромную как бы, базу художников, которые выбрали эксперты, прочитать про него и спокойно ознакомиться со всеми этими авторами. Мы, как партнеры Биеннале молодого искусства, рассчитывали на то, что на ярмарке будут физически представлены многие художники иностранные, которые будут участвовать в основном проекте в ноябре. Но так как это не случилось, только те художественные формы, которые мы смогли воспроизвести здесь, присутствуют на ярмарке. Но с другой стороны, я подумала, что это очень круто поработать с художниками со всей России, потому что художники, представленные на ярмарке, представляют абсолютно, мне кажется, наиболее полную картину вот искусства, которое существует во всей России, потому что художников европейских, американских, азиатских вы можете посмотреть на ярмарках в их странах, то, наверное, логично молодых художников Или вот туда можно показывать туда. здесь. Мне просто вот прям идеально был здесь. Ну, хорошо. Elena, can you talk to the geographic basis of your Лена, clients можете and рассказать про своих клиентов, как они распределены по географии? Да, конечно. Так как в последнее время мы очень много всего делаем онлайн, то, соответственно, клиенты наши находятся по всему миру.
У нас все равно достаточно сильная связь с Европой. Наши партнеры в Париже — это такая медиакомпания, которая называется Beaux-Arts, и поэтому так исторически сложилось, что с Францией у нас сильная связь. Моя историческая связь с Россией тоже дает о себе знать, но так, в принципе, у нас очень много, в основном, конечно, очень много клиентов в Америке. В принципе, разброс. Но когда ты что-то делаешь онлайн, то, соответственно, нет особого географического ограничения, наверное. Yes, because geography has Да, really become действительно, limited. And it is география one of the стала major, ограниченной, и effects of это this, стало одним crisis. из важных I do последствий wonder, этого one of кризиса для нас. models developed in the last 5 years Поговорим as a об sort of одной из alternative fare has моделей, been которая the apartment развивалась за condo последние 5 friend of a лет. friend. Это I квартиры, was the кондоминиумы. co-founder of something Я a был similar ambit in the сооснователем project такого called Curated проекта. by in Vienna. I Мы do его wonder, создали и развивали в Mike, Вене. as a gallerist, what your dream И fair поэтому model хотел бы would be. спросить, Михаил, Is it вы still a как big галерист, hall, о чем or is мечтаете? the Какой scattered формат throughout a city of галереи different galleries a был good бы way to go? предпочтителен What's для your- вас? Находится ли он в одном Здесь месте или есть, разбросан в несколько пространстве? тоже возможностей подойти к ответу на этот вопрос, потому что, во-первых, ну как бы Dream Fair это все замечательно, но учитывая вот специфику вообще геополитической ситуации, какой бы Dream у меня не было, я все-таки занимаюсь отчасти русскими художниками и спешу всех расстроить, их как-то ждут во всем остальном мире. Поэтому, может быть, Dream-то у меня как бы и есть, а вот возможность так намечтать, чтобы это произошло, по-моему, пока нет. Мне очень нравится несколько форматов, которые появились в Америке и которые носят более камерный характер, но не потому что не потому что это мне нравится камерный формат, а потому что просто это что-то относительно новое. Вот, например, есть ярмарка, которая проходила, не знаю, будет ли еще проходить в Лос-Анджелесе параллельно Фризу, которая называется Felix, которая проходит в здании отеля. Это не новая идея абсолютно, но мне показалось, что достаточно оригинально исполненная. Ну, то есть чем-то напоминает, может быть, Листа, ярмарку, которая проходит в Базеле, то есть когда в пространство существующего уже какого-то помещения, будь то отель или какая-то старая фабрика, заносится искусство, и как-то там что-то начинает происходить. Еще есть ярмарка, которая проходит в Техасе, я, к сожалению, забыл название, по-моему, называется Marfa Invitational. Это очень тоже интересный формат, когда есть комитет, который состоит там, словно, из 10 каких-то арт-профессионалов, которые приглашают просто галереи, которые им кажутся будут интересны для конкретного временного промежутка. И в Марфе это, собственно, город в пустыне, там просто живет какое-то количество богатых людей. Художники Элмгрен и Драксет сделали там свой известный павильон Прада. Вот, это, наверное, одно из немногих, чем знаменит этот регион. Вот, и, собственно, там есть несколько выставочных пространств, в том числе несколько фондов, где представлено очень качественное, классное американское искусство, и просто вот параллельно этому проходит какой-то небольшой такой съезд галеристов, чаще всего из Америки, но бывает и не только из Америки. Мне кажется, что это вот как что-то пограничное вроде бы, это не совсем ярмарка, больше становится какой-то выставкой, но в целом какие-то новые эксперименты, мне кажется, надо поддерживать хотя бы каким-то вниманием. Как вот, собственно, ярмарка Базар. Замечательная вещь. Тоже, ну, очень, очень быстро организовано, очень классно и легко смотрится, и мне кажется, что здорово. Ну, Космоскоу, конечно, тоже супер. Замечательно. Вот про альтернативный формат была могу добавить. такая еще ярмарка, когда они галереи, которые городские, меняются местами, что привлекает. Как она называлась? Тоже хорошая была, я забыла. А где это было? Это американская тоже история какая-то. Я читала про нее, но все Это не в Нью-Йорке было, случайно? По-моему, да.
Не Я знаю, не помню встречались. такое, Ну, да. вот про альтернативные форматы, да, если мы говорим, есть обменные программы с галерей, когда условно ты есть, ну, то есть их много. То есть Саймон как раз говорил про Кондо, который существует в Нью-Йорке, в Лондоне, в Сан-Пауло, в Афинах, где угодно, они приезжают куда-то там. И, собственно, либо галереи принимают другие галереи, либо несколько галерей принимают разные галереи, показывают разных художников. Но про альтернативный формат, на самом деле, вот то, что Миш говорил и про Феликс, к примеру, в Париже это Пари Интернационале, который переезжает из места в место, и, к примеру, галерее может достаться то туалет, то какая-то большая гостиная, то ванная комната, и, соответственно, то они делают, например, какие-нибудь парковки многоэтажные, какие-то свои проекты. То же самое Нада в Чикаго делала в прошлом году тоже в отеле небольшую ярмарку параллельно с Экспо Чикаго. Мне кажется, альтернативные форматы классно существуют как альтернатива большой ярмарке Белого Куба, да, потому что, к примеру, во-первых, в этих альтернативных ярмарках показывается какое-то молодое и бодрое искусство, которое стоит не огромных денег. Ну, то есть она может, там, не знаю, стоить 100 и 200 тысяч долларов, но это скорее исключение. Плюс, соответственно, люди туда приходят и видят то, как это искусство может выглядеть у них дома в каком-то уже интерьере, да, не на белой стене или там на красной стене или в зарослях каких-то растений, да, когда, ну, что можно видеть иногда на стендах больших ярмарок. И, соответственно, ну, то есть задачи другие. И, к примеру, мне кажется, на альтернативную ярмарку странно тащить какую-нибудь огромную скульптуру Ричарда Серры, а какая-нибудь маленькая графика или какая-нибудь очень непонятная такая скульптура, которая потерялась бы в большом пространстве и работает там очень хорошо. Ну и, соответственно, туда приятно приходить, потому что, к примеру, тот же самый Феликс в Лос-Анджелесе, у тебя легендарный отель, у тебя есть вот эти вот маленькие домики вокруг бассейна, которые расписал Хокни, и ты вечером там сидишь с коктейлем вокруг этого бассейна, тебе классно. Вот. А в самом, собственно, этом отеле проходил первая церемония вручения Оскара. У тебя все как бы работает на какой-то эффект. И люди туда приезжают после фриза Лос-Анджелеса отдохнуть скорее, да, и как бы покупают искусство с удовольствием. Соответственно, мне кажется, как бы вот эти вот альтернативные форматы дополняют экосистему и работают как раз на такое, не знаю, на более легкое вовлечение в мир искусства. Ну, то же самое, например, то, что Блазар сейчас делает с Космоску. Блазар супер вообще. Cosmosco equally super. Абсолютно. Космоска тоже супер, между прочим. Elena, when you're working in digital space, of course, Елена, когда вы we've been работаете в talking цифровом about tensions пространстве, between, shall we say, мы, the конечно, large scale and упоминали the boutique. I mean, the какую-то digital напряженность между has, широкими a форматами и potentially бутиковыми форматами. endless audience. А у How do you цифровых define форматов the аудитория tensions? буквально And, are you безграничная. looking to go mass? If И you've gone как вы digital, здесь are решаете you эту дилемму? looking at a Есть 10-year ли plan for здесь a mass audience, or какие-то still define трения? yourself as something Вы special, as something определяете small, себя and по-прежнему how do как you think что-то about that? небольшое, особенное, или же вы считаете, что ваша аудитория теперь Да, у безгранична? нас просто искусство, которое мы показываем, оно довольно-таки нишевое. То есть цифровое искусство, в принципе, имеет гораздо меньшую аудиторию, чем более традиционное искусство. Поэтому, наверное, особо масс-маркет мы не пойдем. Но так как цифровое искусство тоже очень сильно меняется, то и это может, наверное, в итоге измениться. Например, какое-то искусство, которое мы показываем, это дополненная реальность, это фильтры в Инстаграме. И это вот многое из того, что мы будем показывать этой осенью. И очень креативные, интересные художники, какие-то даже группы из России, например, может быть, вы знаете 404.0, 404.0, Recycle Group, и другие художники из России, они тоже будут показываться вот у нас осенью, и это очень интересный формат. Мне самой очень любопытно посмотреть, как более массовая аудитория будет реагировать на это искусство. У меня есть вопрос к Елене. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, сейчас сложно представить вообще показывать сцену современного искусства без медиаискусства, потому что это, и мы, когда делали ярмарку, там все искусство, оно все физическое, это все графика, скульптура, живопись. Но это было на самом деле огромная жалость того, что художники не могут полностью представить то, с чем они работают, потому что их медиа — это мультимедийные какие-то вещи там, или инсталляции.
Мгм. Поэтому мы придумали как бы специальный проект, который не случился, как раз вот должен был быть в отеле. И Мгм. у меня такой вопрос про как бы пути коммерциализации этого диджитал-искусства. Ну, то есть как вы, например, объясняете про это, как вы про это своим там новым покупателям, как вы вовлекаете покупателя, ну, и говорите о том, что это важная цена. То есть я для себя это понимаю, но мне интересно было бы послушать, как вы это вербализуете. Мгм. Если Да, это спасибо за сложно, вопрос. расскажите. Это Ага. такой сложный вопрос, потому что, конечно же, цифровое искусство не так просто объяснить людям, как его покупать. Мы выходим из этой ситуации несколькими путями. Во-первых, у нас очень одна из как бы фишек нашего мероприятия — это то, что у нас такая достаточно сильная образовательная программа, которая идет в течение года и на самих мероприятиях, то есть это какие-то лекции, панельные дискуссии, всевозможные презентации и так далее, где художники, кураторы и галереи и так далее рассказывают про ценность цифрового искусства. Это такое идет как бы на бэкграунде. Во-вторых, мы работаем много с блокчейн-проектами. А блокчейн, он очень как бы инвестиционно привлекателен для разных слоев, скажем так, населения. Вот. И поэтому, например, одна из особенностей — это то, что мы предоставляли там, всем участникам ярмарки цифровой сертификат аутентичности на блокчейне, который представлялся там одним из наших партнеров. То есть, когда это есть... Дотарт, да, вы делали эти сертификаты, да? Да, это один из наших партнеров. Мы делали с DotArt. Есть еще другая компания, с которой мы работали. Это называется Artery. Обе компании делают такого рода вот сертификаты аутентичности. Artery изначально делала на блокчейне, и DotArt вот сейчас недавно стал делать на блокчейне, но DotArt немножко проще, на самом деле, для использования для более неознакомленного с блокчейн-технологиями, скажем так, пользователя. Ну То да, есть просто кажется, художник вот или галерист очень просто. когда у каждой Очень работы user-friendly. есть свой сайт, что это, и там ты видишь провинанс и все, то есть у тебя Да, есть ссылка на твою работу, и она живет у тебя в да, цифровом пространстве. да, это очень удобно. И главное, что это дает возможность потенциальному покупателю посмотреть на провинанс и убедиться в том, что работа настоящая. Вот, это, мне кажется, большое имеет значение. Ну и как вот вы, собственно говоря, сказали, удобство покупки — это очень важно. Мы продаем как цифровые файлы, то есть если люди просто хотят иметь цифровой файл, так и как бы принты — это очень такая простая метафора на цифровое искусство и доступная, и, в общем, в таком духе. I mean, I must say that this year we can be proud at В этом году Cosmosco because мы можем working with one of our гордиться major sponsors, Космоско, Aldi, потому что we с нами launched a работает new спонсор award, the Born Digital Art Audi, Award, и you know, а, совместно which is с a ними great charter мы within our запустили organisation that Aldi embraced. And I премию can в tell you, области we had like искусства, и 176 у нас applications to the market 176 for this. A number of приложений artists you would от whose names you would know, художников, who would и understand from being имена more многих из traditional, них вы but because знаете, they'd это had более time at традиционные home on художники. COVID, И во they время had been пандемии playing on коронавируса computers and у этих devices художников and было downloading время programs, заняться were thinking of компьютером, ways to загрузить motivate программы, their art попробовать себя into a в digital чем-то space for the новом, future. попробовать So, себя Elena, в I think цифровом пространстве. in sample art there's endless potential И, конечно, я as согласен, these что things у develop. такого искусства есть действительно безграничный потенциал. Да, мне так хотелось бы верить в это, по крайней мере. В огромный потенциал цифрового искусства. So one, you know, talking about new models, new experiences Говоря о in новых fact, моделях compared и to the новых current moment, экспириенсах, in my об email усталости от to you ярмарок, all, before the talk, I перед used the term этой that дискуссией the я отправил endless всем birthday письмо party и of the art world, is рассказал over. о Because, of том, course, что we all ran, not бесконечное all, but празднование many of дня us рождения
мира искусства наконец закончилось. Такую метафору я использовал. У нас действительно было ощущение, что мы постоянно перемещаемся между различными торжественными мероприятиями от одной биеннале к другой. При этом мы накапливали углеродный след, мили от авиакомпаний, постоянно пили шампанское и посещали мероприятия, которые мы сами себе не могли бы позволить и так далее. И вчера я подумала о том, что в последнее время мы действительно всем этим не занимаемся. У нас теперь нет всей этой праздничной атмосферы с диджеями, барами и так далее, но тем не менее мы можем увидеть в этом кое-что положительное. Например, мы можем остановиться, сосредоточиться и более осознанно заниматься покупкой искусства. Через какое-то время, когда коронавирус закончится, мы вернемся к этой старой жизни. Будем ли мы с теплом вспоминать этот момент? Я вот сейчас думаю о том, что вот в Берлине открылась Берлинская биеннале, в 9 октября откроют все проекты, манифесты в Марселе, и мне хотелось бы там оказаться до того, как они закроются. С другой стороны, потеряю ли я что-то, буду ли я плакать? Нет. Но как бы расстроюсь? Нет, но мне хотелось бы. Соответственно, нужно ли, опять-таки, возвращаемся к вопросу, нужно ли это личного планирования времени, да, насколько нужно посещать такое количество мероприятий, такое количество ярмарок, такое количество, так много путешествовать. То есть, к примеру, я тот человек, график которого раньше был привязан как раз именно к всем важным международным событиям. И, собственно, там часть времени находился в самолете или прилетал в Нью-Йорк или в Лос-Анджелес на пару дней, возвращался назад. Но понятное дело, что с возрастом ты от этого устаешь. С другой стороны, то количество ощущений, эмоций, и то количество встреч интересных, которые происходили за это время, с легко компенсировали усталость. Понятно, что сейчас уже говорить об этом чуть проще, потому что ты уже сидишь дома, да, несколько месяцев, 7-8 сколько. Но, тем не менее, я думаю, что свойство человека очень быстро все забывать. Я абсолютно уверен на 1000000%, что люди вернутся и к потреблению, и к путешествиям. Все вспомним revenge buying в Азии, к примеру, и то же самое. Да, это происходит везде. Как только это закрывается, мы видим, что люди тут же заполняют все пустые пространства и никуда не спешат прятаться. Ну вот, например, мы с проектом Sample, когда мы время от времени выходили в офлайн с аукционами во время пандемии, переосмыслили этот подход, и мы будем точно делать намного меньше офлайн мероприятий живых, потому что поняли, что, наверное, они не необходимы так сильно. То есть это важно время от времени с людьми общаться, показывать им живое искусство. Но по нашему опыту работы во время пандемии оказалось то, что онлайн абсолютно эффективен. И если мы говорим про молодых художников, и с таким же удовольствием покупают и онлайн, потому что точка входа очень доступная, и это просто сделать. Это работает как раз на нижнем уровне, да, на таком доступном и очень-очень дорогом, соответственно, какие-то суперважные работы. А как раз вот средний сегмент, мне кажется, да, без этого тебе будет тяжело. Хотя понятно, что онлайн вошел в плотную жизнь, мне кажется, практически всех. Теперь у каждой галереи есть либо viewing room, либо что-то какое-то дополнительная штука, которую можно кому-то либо отправить. Все освоили быстро интернет-эквайринг, магазины и какие-то другие технологии, кто не освоил это раньше. Поэтому понятно, что какая-то диджитализация и плюс того, что происходило, есть, потому что теперь какие-то вещи стали более прозрачными, хотя все равно понятно, что есть галеристы, которые не хотят показывать цены, и мы, как может понять, наверное, тоже понять. Mike, and then Elena. Ну, у меня немного ретроградная позиция, наверное, на этот счет. Мне кажется, что возможность физически увидеть и повзаимодействовать с произведением искусства перед покупкой должно остаться как привилегия. И, собственно, видимо, после COVID-1, 2, 3, 2023, может быть, это останется привилегией для людей, которым это необходимо. В принципе, я думаю, что рано или поздно перелеты на самолетах должны стать такой привилегией. Они должны стать дороже, чтобы меньше людей путешествовали, не разносили ковид по планете Земля. Вот. Но я считаю, что в целом очень важно вообще,
как бы физически видеть работу. Понятное дело, что когда ты, опять же, участвуешь, ну, путешествуешь по куче ярмарок и примерно представляешь, как выглядит работа какого-то художника, да, ты можешь определить по картинке, надо тебе это или нет, или люди, которые, в принципе, достаточно богаты, для них принять решение там, по картинке — это нормально. Но мне кажется, что искусство, оно все-таки как бы вот, ну, если это хорошее искусство, мне кажется, что оно не может быть без зрителя. Хотя в целом я выступаю за то, чтобы сократить количество мероприятий, чтобы побольше сидеть дома. Мне кажется, это так замечательно стало. Вот. И в целом очень классно. Спасибо Космоску и Блазар, что вот сделали возможным куда-то сходить. Очень здорово. Elena, the last comment is yours. Елена, последний комментарий ваш. Я думаю, что я за комбинацию. То есть мне кажется, что онлайн это очень-очень важно, но все-таки офлайн должен присутствовать в какой-то мере тоже. Цифровое искусство, в особенности, честно говоря, многие люди говорят, что самое плохой способ смотреть на цифровое искусство — это на маленьком экране компьютера или телефона. То есть чтобы ощутить иногда размер и погрузиться в объект искусства, тебе нужен достаточно большой все-таки размер экрана, и мне кажется, без этого было бы совсем грустно, но определенно я думаю, что есть сдвиг к более онлайн-пространству. Может быть, еще такая тенденция, что мероприятия становятся более локальными, более местными, то есть если люди действительно начнут и меньше путешествовать. Но мне бы хотелось верить, что все-таки что-то физическое, что-то офлайн останется в нашей жизни. И теперь, наверное, перейдем к вопросам. Есть ли в зале вопросы? Нет. Хорошо, тогда большое спасибо всем. Михаил, Анна, Александр, Елена. Вот, Елена, мы отпускаем вас позавтракать, наконец, выпить кофе. Спасибо, что присоединились к нам из Нью-Йорка. И мы продолжим нашу дискуссию через 15 минут. В половину четвертого у нас начнется следующий ток. Спасибо.